Улиточка ползет. Всем привет, меня зовут Артем, и вы на канале Russian Progress. Это канал для изучения русского языка натуральным способом, через погружение в язык, то есть через просмотр таких видео, через прослушивание подкастов. Включайте субтитры, если вы смотрите видеоверсию, и если слушаете аудиоверсию, то в описании будет ссылка на полную транскрипцию, и также транскрипция доступна в PDF и Doc. Это все есть на Патреоне и на Бусти. Также это возможность поддержать проект и получить дополнительные разные бонусы, помимо транскрипций. В общем, переходите, смотрите и подписывайтесь. Сегодня я начинаю серию видео из Москвы, в которых я поделюсь своими впечатлениями, ну и что-то расскажу о местах, где я был. Всем приятного просмотра и увидимся в следующих видео. Первое, что мне захотелось заснять в Москве, это вот эти новые футуристичные вагоны московского метро. Они довольно классно выглядят, и в целом пару слов о московском метро. Это то, что оно огромное, оно не очень удобное, потому что тебе нужно проделывать огромные расстояния, но с другой стороны почти везде можно добраться на метро. Вот оно насчитывает 250 станций. Мы вышли на станции Китай-город, чтобы пройтись по знаменитому, легендарному и главному парку Москвы, наверное, да, если не считать парк Горького, это парк Зарядье. Зарядье — это исторический квартал неподалеку от Красной площади, от собора Василия Блаженного, который был полностью снесен, разрушен. Сначала он превратился в трущобы, потом на его месте хотели построить сталинскую высотку. Вот то здание, которое я сейчас показываю, это сталинская высотка, их в Москве 7, и хотели построить 8-ю, самую помпезную, с памятником Ленина. Вот, но после смерти Сталина этот проект заморозили, и в дальнейшем на его месте построили гостиницу «Россия». Огромное здание, которое перетягивало все внимание с Красной площади и которое в конечном итоге было принято решение снести. Справа мы видим те небольшие здания церкви, которые уцелели, и вот весь этот квартал, весь этот район, он был такой, то есть с небольшими улочками, с маленькими домами. Вообще очень жаль, что не сохранилось, потому что здесь было бы очень здорово гулять при нынешних бюджетах, при нынешней власти. То есть очень хорошо можно было бы восстановить это все дело, и был бы такой европейский квартал в Москве. Вот. Но то, что сейчас мы видим, в принципе, тоже неплохо, учитывая, что здесь был пустырь, да, когда снесли это здание, и вот разбили этот парк. Парк делало Нью-Йоркское бюро архитектурное, и вот выглядит это очень классно, да. Вот эта плиточка московская, озеленение, деревья, лавочки, все так выглядит, как будто оно здесь было, вот, но на самом деле здесь было пустое поле. И да, такой проект, то есть как будто природа врезается в цивилизацию. Вот эти вот мы видим неидеальные вроде как тротуары, что как-то врастает трава, но, конечно, так задумано. Ну и да, мы идем сейчас на парящий мост, одно из главных мест, да, один из главных объектов в парке Зарядье. Я, правда, до конца там не дошел, вот, там много народу было. Ну, короче, туда идешь, доходишь до конца, смотришь на виды и идешь обратно. Вот, собственно. Да, здесь можно погулять, но на самом деле, я думаю, те, кто живет в Москве, они не часто здесь бывают, или они просто бывают здесь, когда приезжают к ним гости, и они показывают это место туристам, потому что здесь огромное количество туристов, и я уверен, в доковидные времена здесь было огромное количество иностранцев, и всегда можно было прийти и
попрактиковать любые языки. Хотя даже сейчас, когда я там был, я слышал английский, ну и на этом все. Да, больше других языков я не слышал. До этого постоянно китайский еще был на слуху. Мы сейчас видим собор Василия Блаженного, мы туда чуть попозже пойдем, но сначала мы зайдем в медиа-центр. Это то место, где есть всякие развлечения, типа полет над Москвой. Здесь у нас Юрий Гагарин. Вот, в общем, мы узнали, сколько там стоит полет над Москвой, по-моему, 1500 рублей или 2000 рублей. И да, ты просто сидишь, там интерактивное такое кресло, тебя шатает, опрыскивают водой, и огромный экран, и создается впечатление, что ты летишь над Москвой. Ну или над Россией, там разные есть форматы. В общем, крутая штука, будете в Москве, зайдите туда. Березки небольшие высажены, такой русский вид прям. Да, и выглядит довольно круто все это. Мне очень нравится, как выглядит Москва, и это одна из причин, по которым я хотел бы там жить. Возможно, в ближайшее время я все-таки туда поеду, пожить некоторое время. Да, очень круто выглядит. И вот мы на Красной площади. Перед нами ГУМ, музей, это собор, вон исторический музей, слева башня, одна из, точно не скажу какая, мавзолей, где у нас лежит Ленин до сих пор. Вот, надо сходить, пока не убрали. Вот оно, здание ГУМа. Когда его построили, его считали очень уродским, некрасивым. Вот, но сейчас вроде оно считается классным. Таким типично московским. Вот, тоже то место, где огромное количество туристов было раньше. Сейчас понятно, что туристов почти нет. Ну, то есть туристы из ближнего зарубежья, но иностранцев, которые говорят на разных языках, я там почти не слышал. Вот она, колокольня, вот эта башня кремлевская и собор Василия Блаженного. Никогда не был внутри, и в этот раз что-то тоже, хотя в Кремль я попал, вот на территорию Кремля, и в одном из будущих видео, возможно, покажу вам. Либо закину на Patreon, посмотрим. Или на Бусти. Да, те, кто хочет поддержать проект, можете это сделать на Бусти, желательно, потому что Patreon, конечно, тоже работает, но лучше на Бусти. Да, мне просто там удобнее. И идем. Идем, все еще идем. Да, даже Питер. Я вот не знаю, как что ты. Ну, тебе может понравиться, особенно из-за воды. Там очень много воды, очень много каналов. И морской тематики вот этой всей.